Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим творожные рулетики с корицей. Это быстрый рецепт домашнего печенья, который готовится из доступных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. В миску насыпаем 270 грамм муки и 5 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. В мучную смесь кладем 250 грамм творога и немного перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности, у меня творог жирностью 5%. Сюда же наливаем 50 грамм растопленного сливочного масла. Опять перемешиваем. Для начинки отсыпаем 3 столовых ложки сахара от 200 грамм сахара и насыпаем 1 столовую ложку молотой корицы. Все перемешиваем, начинка готова. В отдельную миску разбиваем одно яйцо. Начинаем его взбивать и постепенно насыпаем оставшийся сахар. Взбиваем примерно 3 минуты до образования пены. Взбитое яйцо с сахаром выливаем в подготовленную творожную мучную смесь. Тесто недолго перемешиваем сначала ложкой, а затем руками. Должно получиться мягкое тесто, которое хорошо держит форму. Тесто накрываем крышкой и оставляем отдохнуть на 15 минут при комнатной температуре. Прошло 15 минут. Готовое тесто выкладываем на стол, немного посыпанный мукой. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. У меня получился лист размером примерно 50 на 40 сантиметров. Тесто равномерно посыпаем приготовленным сахаром с корицей. По длинной стороне все сворачиваем в плотный рулет. Также у меня на канале есть и другие рецепты вкусного печенья. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Рулет разрезаем на кусочки. Ширина каждого кусочка примерно 1,5–2 см. Все рулетики перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Из этого количества теста у меня получилось 20 рулетиков. Печенье ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 15–20 минут. Готовые рулетики достаем из духовки и даем им остыть. Остывшие рулетики подаем на стол. Творожные рулетики с корицей получились очень вкусными и ароматными. Сверху немного хрустящие и мягкие внутри. Готовится просто и быстро. Они отлично подходят для домашнего чаепития. Если вам понравился рецепт такого печенья, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.